Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами, как я готовлю вяленую вишню. Вишня получается очень вкусная, долго хранится, и зимой ее можно использовать в разные выпечки. Вишню хорошо промываем под проточной водой, после чего удаляем косточки. Подготовленную вишню засыпаем сахаром. Из расчета на 1 кг вишни 300-400 г сахара. Засыпанную вишню с сахаром хорошо и аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы сахар равномерно распределился по всей поверхности вишни и она пустила сок. Оставляем вишню на столе на 1,5-2 часа, периодически перемешивая вишню снизу вверх, для того, чтобы весь сахар растворился и вишня пустила сок. Прошло 2 часа, сахар полностью растворился и вишня отдала нам весь сок. Теперь перекладываем вишню на друшлаг. Специалисты по питанию утверждают, что горсть вяленой вишни удовлетворяет суточную потребность в кобальте и магнии. Наряду с этими минералами имеются железо, кальций, цинк, натрий, медь, калий, селен и фосфор, витамины ПП, А, В5, В6, Е, витамин К. Итак, вишню откинули на друшлаг. Получившийся сахарный сироп ставим на плиту и доводим до кипения, после чего кипящим сиропом заливаем нашу вишню, хорошо перемешиваем и оставляем ее на столе до полного остывания. Проделываем данную операцию 3 раза. Итак, сироп полностью остыл. Снова перекладываем нашу вишню на друшлаг, а сироп снова доводим до кипения и кипящим сиропом заливаем вишню, оставляя до полного остывания. Сушеная вишня обладает антибактериальным, противовоспалительным, жаропонижающим, антиоксидантным, слабительным и мочегонным действием. Положительно действует на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает состав крови, усиливает моторику кишечника, снижает вероятность образования онкологических проявлений, а также стимулирует процессы обновления клеток, повышает иммунитет, нормализует артериальное давление. Доказано активное действие вишни по очищению сосудов, способность укреплять стенки, улучшать капиллярную проницаемость, препятствовать образованию тромбов и отложению жиров в виде холестериновых бляшек, а также помогает при проблемах с суставами и воспалительных процессах в легких и бронхах. А наличие оксикумаринов разжижает кровь и препятствует тромбообразованию. После того, как 3-й раз залили вишню кипящим сиропом и дождались ее полного остывания, перекладываем вишню на друшлаг для того, чтобы она хорошо стекла. При желании ее можно даже отжать, но я просто оставлю ее на несколько часов в друшлаге. Можно оставить на ночь. Теперь приступаем к сушке. Я буду сушить вишню в духовке, поэтому раскладываю ягоды на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Когда всю вишню разложили, отправляем ее в дегидратор или в духовой шкаф, как в моем случае. Режим вверх-вниз плюс конвекция при температуре 65-70 градусов. Время сушки может отличаться. У меня на сушку ушло около 5 часов. Готовность вишни можно определить довольно просто. Как только она перестанет оставлять следы на руках и станет похожей на изюм, значит вишня готова. В среднем с 1 кг свежей вишни получается 300 г вяленой. Хранить вяленую вишню можно разными способами. Можно засыпать в стеклянные банки, плотно закрывая крышку, либо же, как я, использовать вакууматор, завакуумировав вишню в пакеты и отправив в морозилку. Сушеная вишня – это ароматное лакомство, применяется в кулинарии для создания множества блюд и напитков. Благодаря приятному вкусу и характерной кислинке все блюда приобретают неповторимую нотку. Продукт популярен в таких напитках, как компот, морс, кисель. Применяется в десертах, фруктовых рулетах, кексах, запеканках, выпечке, пирожки, печенье, пасхальная выпечка, в соусах для мяса. Приготовьте и вы вяленую вишню по этому рецепту, я уверена, что она вам тоже очень понравится. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!